Всем привет! Меня зовут Саша, и я работаю в HelloLab уже больше года на позиции фронтенд разработчика. Сегодня я хотел бы поделиться своими впечатлениями об одной технологии. Называется она Vanilla Extract CSS. И давайте начнем. Я хочу поговорить об истории развития CSS-технологий, о том, какие проблемы и требования к CSS у нас были и есть до сих пор. CSS in JS и отличие этого подхода от ванильного CSS. Также рассказать про саму библиотеку Vanilla Extract и посмотреть, на что она способна. Также поговорить про интеграцию и поддержку Vanilla Extract на данный момент, ну и сделать какой-никакой вывод. Давайте начнем. Начнем мы с введения. С каждым годом требования к CSS постепенно росли, и появлялось все больше технологий, которые им соответствовали. Когда-то мы писали обычные сайты на обычном ванильном CSS, но со временем наши сайты стали расти, CSS-кода становилось все больше, и мы по-разному пытались повлиять на производительность, повлиять на улучшение кода, на улучшение поддержки. Таким образом, мы пришли к методологии BEM, которая позволила нам структурировать наши классы, наши селекторы, чтобы они не повторялись, чтобы у нас было меньше негативных эффектов в нашем CSS. Мы пришли к препроцессорам, которые позволили нам добавить возможности простого программирования в CSS-код, такие как функции, переменные, наследование и так далее. После чего появился CSS Modules, которые нам позволили забыть о том, что наши классы могут повторяться где-то в коде. И эта технология гарантировала нам, что наши классы всегда будут уникальными на всем проекте. Ну и нельзя забывать про CSS in JS решения, такие как Styled Components, на данный момент самая популярная библиотека, и Vanilla Extract, про которую я сегодня буду рассказывать. Что же такое Vanilla Extract? Vanilla Extract, по-простому, это библиотека с утилитами для стилей. Появилась она в 2020 году и относительно недавно. Ее преимуществом является то, что она использует TypeScript в качестве препроцессора. Это значит, что все наши стили мы будем писать в TypeScript файлах, и запускаются они во время сборки. Также это значит, что мы можем в наших файлах со стилями использовать любой JavaScript функционал. Мы можем использовать какие-то функции, переменные, делить, умножать, в общем, все, что нам дает JavaScript, мы можем использовать. Справа вы можете увидеть пример кода, как это будет выглядеть. И на первый взгляд это очень напоминает CSS-модули. На самом деле это не зря, так как один из создателей этой библиотеки также является соавтором CSS Modules, поэтому они очень схожи. Перейдем к CSS in JS. Обычно CSS in JS библиотеки используют стили, написанные в JavaScript файлах, и внедряют эти стили в документ во время выполнения. Вот мы можем видеть график, как это происходит. У нас есть стили, которые написаны в JavaScript, этот скрипт мы загружаем на наш сайт, на нашу страничку. Во-первых, это значит, что ваши стили влияют
на JavaScript bundle итоговый. После загрузки на сайт мы запускаем этот скрипт. Соответственно, мы задействуем скриптинг. Во время этого скриптинга наши стили, наш JavaScript внедряет наши стили в документ, и только после этого у нас происходит отрисовка стилей, то есть painting. Это на самом деле такое решение имеет преимущества, такие как мы можем извлекать какой-то критический CSS и создавать какие-то динамические стили. Но такой подход будет менее производительным, чем отдельный CSS-файл. И потому что JavaScript стили требуют более дорогостоящего синтаксического анализа и, соответственно, задействуют скриптинг помимо отрисовки стилей. То есть перед тем, как отрисовать стили, нам нужно воспроизвести JavaScript файл, что не очень хорошо. В то время как обычный CSS файл мы можем просто кэшировать, и все, что нужно сделать, это запросить его на сайт и отрисовать стили. Поговорим, чем отличается Vanilla Extract от других CSS и JS решений. Во-первых, Vanilla Extract не внедряет стили во время выполнения. Вместо этого код из все ваши TypeScript стили создают CSS-файлы, которые подключаются к документам. А написанный вами код на TypeScript не влияет на общий размер итогового бандла, так как он просто не внедряется. Под капотом Vanilla Extract использует Astroturf и Linarium. Как раз именно эти библиотеки позволяют нам писать стили в JavaScript, в данном случае в TypeScript, но не внедрять их в JavaScript, а внедрять только в CSS. Функции Vanilla Extract можно использовать только в файлах с расширением .css.ts. Это специальное ограничение и очень удобное. Во-первых, мы можем в проекте видеть, в каком файле находятся стили. Так как тот же Styled Components, мы можем писать стили в TS файлах, в TSX файлах, и нам нужно придумывать какой-то префикс перед расширением. Вот. И также из этих файлов мы не можем экспортировать функции. Мы можем экспортировать только сухие данные, такие как строка, числа, объект, массив. То есть данные, которые мы можем привести к объекту JSON, если так проще говорить. Перейдем к примерам. Сейчас мы видим, как можно создавать локальные стили. Для этого мы импортируем функцию style из Vanilla Extract CSS. Мы вызываем эту функцию, она принимает в себя объект с какими-то CSS-свойствами. Все CSS-свойства мы пишем в camel case. И данная функция вернет нам название класса, название селектора с уникальным именем, которое мы можем потом использовать в нашем HTML-элементе. В данном случае у нас есть пример с React-кодом, как мы импортируем из box.css.ts стили и используем. Также мы можем увидеть, что на самом деле отрендерит в CSS эта функция style. Она отрендерит уникальный селектор. Этот селектор обычно состоит из названия вашего файла, затем идет название вашей переменной, у меня это также box, и затем идет уникальный хэш, который нигде не повторяется больше в ваших стилях. Это гарантирует вам, как и в CSS Modules, уникальные названия ваших классов.
На данном примере можно сразу увидеть несколько преимуществ типизации. В следующем коде мы пытаемся дважды прописать свойство padding, и TypeScript показывает нам ошибку, что мы уже определили это свойство, и дважды определить его не можем. Это уже делает наш код немножко чище, так как мы не можем переопределять какие-то свойства. Они всегда будут в одном экземпляре в объекте. И также еще одно преимущество небольшое – это для таких свойств, как ширина, высота. Если у нас значение в пикселях, то нам не обязательно указывать это в виде строки с единицей измерения пиксель. Мы можем это указать просто в качестве числа. Вот. Однако, когда я только установил эту библиотеку и начал пробовать, я подумал, что такие свойства, как padding, margin, в которых мы можем вписывать несколько значений, допустим, нам нужно указать по вертикали и по горизонтали отступы. Я подумал, что это можно вписывать в качестве массива чисел. И, в принципе, такое решение, TypeScript никак вам не подскажет, что это ошибка. Однако такие стили почему-то не применяются. Вот. Я думаю, это вопрос времени. И еще одно преимущество типизации. В данном случае я сымитировал рефакторинг кода. Во время рефакторинга мы можем удалять какие-то стили, мы можем их добавлять. И в данном случае я закомментировал наш класс Box. И как мы видим, в нашем React сразу же TypeScript сразу показывает ошибку, что такого класса не существует, что очень удобно. Мы сразу можем увидеть, почему у нас не отображаются стили, почему они не отобразятся. И это очень удобно. Мы посмотрели, как создавать локальные стили, но не видели, как создавать глобальные. Для глобальных стилей у нас есть функция Global Style, которую мы импортируем из Vanilla Extract CSS. За исключением, в отличие от функции Style, она первым параметром принимает не объект с CSS-свойствами, а селектор, к которому будет применяться данные свойства. Я в данном примере хочу применить стиль к body. Мы сразу же видим CSS, который сгенерируется во время выполнения этой функции. И эта функция ничего нам не возвращает, так как у нас нет никакого локального названия селектора. А для того, чтобы применить такие глобальные стили, нам нужно импортировать весь этот файл. Этот пример можно увидеть в React, в файле app.tsx. Давайте перейдем к продвинутым селекторам. Соответственно, у нас возникает необходимость стилизовать какие-то псевдоэлементы или псевдоклассы. Или же сделать какие-то медиа-запросы, чтобы элемент выглядел на разных девайсах по-разному. И у нас есть такая возможность. Я не упомянул, что в объекте со стилями, помимо свойств и значений самих стилей, мы можем указывать какие-то псевдоэлементы, псевдоклассы, медиа-запросы и так далее. Справа вы можете видеть пример, как я стилизовал бокс при наведении или же добавил медиа-запрос на body. А теперь тема немного посложнее. Вложенные селекторы. Такая возможность к нам пришла из препроцессоров, таких как SAS, LESS и так далее. Вложенные селекторы – это возможность стилизовать один селектор внутри другого селектора. И в Vanilla Extract у нас есть такая же возможность, но с небольшим ограничением. Во-первых, вложенные селекторы мы прописываем только
в поле Selectors, как видно в примерах. И во вложенных селекторах обычно используется амперсанд, как и в препроцессорах, который указывает на ваш селектор родительский, который вы используете. Вы видите два примера. Один из них правильный, другой нет. В чем же проблема? Ограничение Vanilla Extract состоит в том, что этот самый амперсанд в вашем селекторе должен всегда находиться в конце строки. Зачем это нужно? Это означает, что в поле Selectors вы не можете влиять на другие селекторы. Как в первом неправильном примере, мы внутри контейнера пытаемся стилизовать title. То есть мы пытаемся стилизовать другой селектор внутри контейнера. И такой подход неправильный. А второй подход правильный, потому что мы стилизуем title, но с поправкой того, что он находится внутри контейнера. И наш амперсанд стоит в конце строки. Зачем такой подход? Для чего он нужен? Ну, во-первых, это сделано для того, чтобы ваши стили не перемешивались и чтобы у вас не было никаких неожиданных эффектов. Например, когда вы вставляете один элемент внутрь другого, и он получает какие-то неожиданные свойства, которые вы ему не назначали. Потому что где-то в вашем CSS-коде прописано, что если этот элемент будет внутри другого, то у него появятся, например, какие-то отступы. Во-вторых, этот подход очень удобен тем, что мы сразу же видим, где title используется и какие у него стили могут быть в принципе. То есть это очень удобно. И во время рефакторинга, если мы удалим title, то, соответственно, мы удалим весь код, где он может использоваться, и все его стили. Поэтому для рефакторинга это также очень хорошо. Мы переходим к вариативным стилям. У нас бывает необходимость создавать несколько вариантов какого-то элемента. Например, кнопка у нас может быть заполненная или с какой-то обводкой, или вообще без ничего, или выглядеть как ссылка. И для создания таких вариантов стилей у нас есть функция StyleVariants. В отличие от функции Style, она принимает объект не со стилями, а с названиями ваших вариантов. А уже значение ваших вариантов может принимать объект со стилями. Таким образом, у нас есть кнопка, есть вариант isFilled, isOutlined, и также мы можем увидеть, как мы это используем в React. Эта функция возвращает нам объект со свойствами. Эта функция возвращает нам объект, и в качестве свойств мы получаем название CSS-классов. Это удобно тем, что все наши варианты будут храниться в одном объекте, и это хорошо читается, это легко модифицируется. И также функция StyleVariants позволяет нам делать наследование стилей. Наследование стилей к нам тоже пришло из препроцессоров. И на примере мы можем увидеть, что у нас есть button base переменная, которая хранит в себе обычные свойства, стандартные свойства кнопки. Я задал минимальную ширину, задал размер шрифта и курсор. И в StyleVariants в данном случае, чтобы использовать наследование, вместо того, чтобы передавать объект с CSS-свойствами, я передаю массив, и в этот массив мы сначала можем вложить n-ное количество классов, от которых мы наследуемся, а в конце, если нужно, объект с собственными стилями. В данном случае я добавил button base и для isFilled и isOutlined вариантов. И ниже в CSS мы можем увидеть, как все это скомпилируется. Мы видим, что в вариантах не добавляются стили размера шрифта, минимальной ширины.
Но при этом, если вы будете использовать эти варианты, дело в том, что у вас будет использоваться сразу два класса, и button base, и ваш вариант. То есть, но при этом вы будете прописывать только button.isField, например. Это удобно. Переходим дальше к шрифтам. Vanilla Extract для подключения шрифтов у нас есть функция FontFace, которую мы импортируем и вызываем. Она принимает в себя объект с теми же самыми свойствами, как и обычный стандартный FontFace из CSS. То есть мы передаем source, мы передаем font style, font weight и другие переменные. И эта функция возвращает нам имя нашего шрифта, но с каким-то хэшем, то есть с локальной областью видимости, который мы можем использовать уже в свойствах. Например, в font family, как я ниже указываю это в button. Смотрим на то, что нам рендерит в CSS. У нас обычный font face. У нас название шрифта с хэшем. В общем, все как обычно. Также, если вам нужно создать не локальный шрифт, а глобальный, для этого есть функция Global Font Face, и она работает аналогично Global Style. Анимации. Также можно создавать анимации при помощи функции Keyframes, и это работает по аналогии с обычным CSS. Мы также передаем какие-то ключи анимации и свойства на данный момент. Это на данный момент анимации. Keyframes возвращает нам также строку с названием анимации локальной, которую мы можем потом использовать, например, в свойстве animation name, или же, как я использовал в свойстве animation. И в CSS точно так же все генерируется аналогично в FontFace. Если вам нужно создать глобальную анимацию, вы не хотите создавать анимацию с локальной областью видимости, то вы также можете создать Global Keyframes. И теперь тема поинтереснее. Переменные. Для переменных в Vanilla Extract CSS есть функция createVar. И на первый момент даже не совсем понятно, для чего эта функция существует, так как мы пишем весь код в TypeScript файле. У нас уже есть возможность создавать переменные. Но функция createVar работает немножко по-другому. Она имитирует создание не JavaScript переменных, а CSS переменных. И когда мы вызываем createVar, он ничего не сгенерирует в CSS, как можно увидеть ниже в комментарии. И он нам возвращает только название нашей переменной, опять-таки, с уникальной областью видимости, с локальной областью видимости. И вот этот colorVar, который я создал, можно потом использовать или как название переменной, или как значение какого-то свойства. Мы можем задавать переменные в объекте style. Для этого у нас есть отдельное поле vars. Вот как можно видеть. И в этом поле в качестве названия переменной я указываю не какую-то статическую строку, я указываю как раз-таки эту динамическую переменную и ее значение white. И после чего у нас есть класс button, в котором я указываю, что значением нашего цвета будет как раз-таки эта переменная. В CSS все генерируется точно так же просто. Переходим к темам. Темы на данный момент есть во многих библиотеках, даже таких как Styled Components, и Vanilla Extract не исключение. Мы также можем создать тему, и тему в Vanilla Extract можно описать как CSS-класс с набором CSS-переменных и их значений.
Для того, чтобы создать тему, мы используем функцию createThem. Она принимает объект, где вы прописываете все свои переменные, их названия и их значения. А возвращает эта функция нам массив из двух элементов. Первым элементом будет название класса, строка класса, которую вы внедрите в ваш HTML-код. И вторая переменная – это объект с вашими переменными, для того, чтобы вы могли их использовать в каких-то классах и назначать переменные из темы. В данном случае я в классе button назначил переменные цвета и шрифта из нашей темы. Теперь, когда мы знаем, как создается тема, остался один вопрос. Это типизация темы. Бывают случаи, когда у нас есть несколько вариантов темы, у которых должны быть одни и те же переменные. Банальный пример – это когда есть светлая и темная тема. Вот. И так как мы пишем в TypeScript файлах, то будет очень хорошо, если у наших тем будут одинаковые переменные, и мы будем это контролировать. Соответственно, нам нужен какой-то TypeScript интерфейс, который будет хранить все названия наших переменных. Для этого в Vanilla Extract есть функция createThemContract. Она ничего не рендерит в CSS. Ее главная задача – это создать TypeScript интерфейс с вашими переменными. Она принимает в себя объект такой же, как и createThem. Вы также вписываете названия переменных, однако вам не нужно указывать значение этих переменных. Вместо этого вы ставите null, так как это используется только как интерфейс, чтобы у вас совпадали названия в разных темах. Результат этой функции возвращает нам объект vars с вашими переменными, и именно этот объект и будет нашим интерфейсом. Для этого мы передаем его в createThem функцию перед нашим объектом с переменными. Также можно увидеть пример, что отрендерил CSS в данном случае. Он отрендерил белую, светлую тему, темную тему, но результат функции createThemContract мы не видим. И, пожалуй, самая интересная тема в Vanilla Extract – это атомарный CSS. Атомарный CSS – это использование мелких классов, которые в основном отвечают за какое-то одно свойство, например, displayFlex. Этот подход получил популярность после появления Tailwind CSS библиотеки. И Vanilla Extract позволяет тоже делать свой атомарный CSS. Конечно, это не готовая библиотека, как Tailwind, но тоже очень неплохо. Для этого нам нужно скачать специальный пакет. Называется он Vanilla Extract Sprinkles. И, как мы видим на примере, я импортирую из Vanilla Extract Sprinkles createSprinkles функцию и define properties. Для начала нам нужно определить все свойства, которые у нас будут. Для этого мы вызываем define properties и передаем properties, соответственно, display. И в массиве я указываю все значения display, которые у нас будут использоваться. Это non, flex, block и inline. Это значит, что на все вот эти 4 свойства, значения точнее, на все эти 4 значения создастся 4 разных класса. Также с flex direction и также с вариантами паддинга. В ответ на define properties мы получаем props, и вот эти вот, соответственно, properties мы уже передаем в функцию createSprinkles. Мы ее вызываем, она передает нам другую функцию, которую мы уже называем sprinkles сами. И дальше все, мы можем импортировать эту функцию в наш код HTML. Я импортировал ее в React. И можно увидеть, как я в элементе div в class name вызвал функцию sprinkles и передаю туда разные параметры display, flex direction, padding. В данном случае у меня будет в class name 3 класса на каждое из свойств.
И выглядит это очень удобно, очень похоже на Tailwind CSS. И что даже лучше, что тут есть типизация. Это очень удобно, так как мы можем из одного файла контролировать все значения, которые мы можем использовать на проекте. Например, если я удалю из display свойство flex в define properties, то TypeScript мне покажет ошибку в файле app.tsx, что значение flex мы не можем использовать. Это очень удобно. Советую всем попробовать. И немножко затрону интеграцию. Vanilla Extract имеет первоклассную интеграцию с ESBuild, Next.js, в котором я, кстати, писал все примеры, Gatsby, Parcel, Rollup и Webpack. Во время интеграции с Next.js у меня не было проблем, однако хочу заметить, что, возможно, с какими-то другими библиотеками Vanilla Extract пока что работает не очень хорошо. Например, я попробовал использовать эту библиотеку с Storybook, и во время интеграции со Storybook возникла проблема, весь код все работало, но когда вы изменяете какие-то стили и у вас запущен Storybook, то во время сохранения изменений Storybook почему-то выдает ошибку. И вам просто нужно перезагрузить страницу Storybook, чтобы ошибка пропала. И появились изменения стилей. Очень интересно, я думаю, это все исправится. И также хочу отметить, что Vanilla Extract не привязан ни к какому фреймворку, как, например, Styled Components. Вы можете использовать ее с React, с Vue, с Angular, даже с обычным HTML-кодом. И это очень хорошо. Конечно, я показал не все возможности Vanilla Extract. Их немножко больше. Есть также дополнительные пакеты для создания рецептов. Это такие аналоги Style Variants. Но я показал самое основное, самое интересное, то, что мне больше всего понравилось. И какой мы можем сделать вывод? Vanilla Extract, конечно, не призван как-то заменить или же соперничать с Styled Components. Эта библиотека больше похожа на замену CSS-модулей, так как, во-первых, она быстрее работает, чем CSS-модули. У вас есть экосистема JavaScript. Мы можем интегрировать какие-то библиотеки. Например, мы можем интегрировать ESLint. Мы можем контролировать стиль нашего кода, типизацию нашего кода. Все это про улучшение кодовой базы. Но также отмечу, что Vanilla Extract все равно работает лучше, чем Styled Components. Возможно, на больших проектах это будет ощутимо, так как это необычное CSS и JS решение. А на этом у меня все.